То, чем Space Marine 2 кардинально отличается от первой части и чем удивляет со старта, это уровнем серьезности, с которым игра подходит к воплощению своего сеттинга. В открывающей кат-сцене нам показывают, как на очередной мир падают споры тиранидов, и чтобы остановить нашествие, на помощь призывается отряд из 5 космодесантников Караула Смерти, специального корпуса Астартес на службе самой Инквизиции. Их задача проста — бахнуть особой вирусной бомбой в стратосферу планеты. И по пути они все умирают. Последний боец, за которого нам доведется проходить пролог, который по совместительству является еще и обучением механикам игры, выполнив свой долг, сходится один на один с целой ордой тиранидов, которую возглавляет Корнифекс и все это просто ради того, чтобы немного затормозить ужасное нашествие. Ваши вокс-передатчики настроены на частоту stopgame.ru, вещает Иван Лоев, и этим обзором Warhammer 40 000 Space Marine 2 я намерен ответить на ряд вопросов. Стоила ли вторая часть 13 лет ожидания? Удалось ли Saber Interactive, впервые взаимодействующий с сеттингом, передать дух вселенной Вархаммера? И есть ли вообще смысл играть в сиквел, если не знаком с оригиналом или вахой? Давайте врубаться в замес. Так вот, серьезность. Чтобы лучше ее проиллюстрировать, давайте напомню, что в оригинальной Space Marine 2011 года нашествие орков на мир-кузню под названием Грайя прилетели останавливать 3 ультрамарина. Втроем они переломили ход всей битвы, а потом еще и стопанули хаос. Короче, первая часть Space Marine крутилась вокруг ощущения, как круто быть космодесантником. Ты можешь на лету переключаться с оружия дальнего боя на пиломеч и обратно, враги от тебя разлетаются грудами и не наносят особого урона, и даже в самой стрёмной ситуации ты всегда можешь казнить противника для того, чтобы восполнить здоровье, в то время как щит регенится самостоятельно. Причем, что еще более поразительно, по факту всю работу отряда из 3 бойцов делал один игрок. Коллеги болтаются где-то рядом, но вклад их чисто номинален. Выходит, что главный герой — это такой супермен, всех спасет, везде успеет. Space Marine 2 поступает значительно жестче. Здесь с игроком не сюсюкаются. Формально на экране происходит примерно то же самое. Коридорный шутан слэш битэмап, где отряд из 3 бравых ультрамаринов арена за ареной избавляется от многочисленных тварей и сквозь кишки и кровищу прокладывает себе путь вперед. Врагов почти всегда много, но что важнее, каждый опасен. Даже мелочевка, если окружит, затыкает до смерти. А зрелищно казнить здесь можно только гадов с низким уровнем ХП, то есть в пылу сражения аптечки на халяву недоступны. Более того, казни чинят только ячейки брони, а не красненькую полосочку. Ее восстановить можно только стимуляторами, которые разбросали по локациям, но без большой любви к войнам Императора. Еще отхиляться можно способностью главного героя, но это только в сюжетке. Поэтому каждая боевая стычка становится не только зрелищным, кровавым месивом, но и испытанием для всего отряда. Особых противников надо уметь контрить и мансить, а количество их разновидностей не дает заскучать на протяжении всего прохождения. Постоянно нас знакомят с кем-то новым. В плоскости боевки основная фишка Space Marine 2 все та же. Персонаж почти без лишних телодвижений может переходить с оружия ближнего боя на дальнострел и обратно в зависимости от тактической задачи, которую решает. И за 13 лет с момента выхода оригинала обе системы эволюционировали. В ближнем бою появились метки парируемых и непарируемых атак, на которые надо стараться успевать реагировать, а всяких болтеров, мельт, пиробластеров завезли целый арсенал. Причем у каждой пушки есть четкая осязаемая индивидуальность, тактическая, так сказать, ниша, а сама стрельба стала в 100 раз тактильнее. При этом у стволов есть свои достоинства и недостатки, и каких-то объективно мощных и немощных нет.
Подбор любимого оружия – дело вкуса и предпочтений игрока. При этом сам космодесантник под нашим управлением теперь ощущается огромным, металлическим и тяжеленным, за счет чего повысилась инертность всего происходящего. Удары в ближнем бою стали медленнее, любое оружие теперь бьет в руку и в геймпад мощной отдачей, из-за чего даже на нормальной сложности приходится концентрироваться на происходящем. Просто затыкивать орды врагов на расслабоне не получается. И вот тут есть двоякое ощущение. Недостатков в противниках нет. И когда вокруг собирается слишком большая толпа вражин, с ними ни мечом, ни болтером не разберешься, в тайминге парирования фиг попадешь, и остается только страдать и ждать помощи от собратьев по оружию. То есть, несмотря на тот факт, что мы управляем генетически и хирургически модифицированной машиной для убийства, игра активно приучает действовать по тактике, в команде, а не очертя голову самому рваться в бой. Скилла одного человека, каким бы высоким он ни был, недостаточно, чтобы эффективно разбираться со всеми противниками. И вот тут вылезает проблемка. Я проходил игру один, потому что пресс-доступ. И меня сопровождали болванчики. И они были не очень-то умными. Спасибо, что поднимали меня, когда падал, и ладно, там тактическую обстановку они не умеют читать, но ведь лоу хп врагов они упорно не добивают, хотя это очень важно. И хоть в стане соперники находятся подозрительно долго, самому бегать до каждого из них не всегда получается по вышеперечисленным причинам. Поэтому, не в последнюю очередь, и я вообще не думал, что буду сегодня это говорить, но настоятельно рекомендую проходить Space Marine 2 именно в коопе и именно с друзьями, чтобы можно было сложность выкрутить повыше. Потому что тема взаимовыручки и братского плеча здесь зашита не только в хардкорный геймплей, но и в сюжетку, которая в целом, классическое такое милитари-порно, уж простите. Трехметровые мужики, закованные в огромные металлические доспехи, извергают из себя пафос, носятся из угла в угол и, проявляя чудеса превозмогательного героизма и тактической смекалочки, останавливают мега-нашествие тиранидов. А впоследствии разбираются и с хаосом. Потому что куда без него в истории про ярых лоялистов ультрамаринов, у которых кодекс Астартес вместо Библии. Да, формальная история вертится вокруг капитана Тита, героя первой части, который нынче лейтенант, и нам вкратце объяснят все, что произошло за минувшие с окончания событий первой игры 100 лет. Но это не так важно. Если проходили оригинал, будете чуть лучше понимать контекст слов главного героя. Если не проходили, понимать будете, соответственно, чуть меньше, но ничего критически важного при этом не упустите, потому что Space Marine 2, она не про глобальный нарратив. Она больше про создание обволакивающей атмосферы вселенной далекого будущего, в которой есть только война. Ей важнее показать даже через рядовые диалоги персонажей, насколько бойцы Астартес преисполнены ненависти к врагам Империума, и что это не просто какая-то промывка мозгов, потому что враги эти действительно глобальная и страшная угроза. Именно поэтому очень важную роль в нарративе играет ощущение масштаба. Что происходящее не замкнуто мыльным пузырем вокруг того, что делают главные герои. Авторы адски заморочились, чтобы в ходе геймплея вокруг, даже вдалеке, постоянно кто-то летал, бегал, что-то горело и взрывалось. В общем, постоянно что-то происходило. А наши подконтрольные десантники неоднократно будут прорываться куда-то вместе с бойцами имперской гвардии или другими космодесантниками, благодаря чему даже самая рядовая операция в Space Marine 2 выглядит эпичнее самых масштабных сцен оригинала. И эпичнее, и разнообразнее, потому что есть операции в болотистых джунглях, есть операции в сердце города Улья, возвышающегося на десятки километров своей готической архитектурой. И слава Горку и Морку, что вместе с релизом в игру введут фоторежим, потому что я тут все нахрен сфотографирую, потому что выглядит игра просто грандиозно, как технически, так и художественно. Есть эпизоды, когда дают полетать на реактивных ранцах, есть обороны а-ля космические десанты, есть
хоррорные операции под землей, где на космопехтуру нападают облака мелких гадов и их надо сжечь. А есть зрелищные проработанные босс-файты. В рамках своего сеттинга, выданной игрокам роли и обозначенных противников, Space Marine 2 из тактических ситуаций выжимает, практически максимум. Но на этом тема незамкнутости происходящего на протагонистах не останавливается. Порой для успеха нашей вылазки организуются какие-то параллельные операции. И это сделано не просто для того, чтобы потом какой-то непонятный NPC мог сказать: Your efforts in delaying the swarm were admirable. It was a sight to behold, brother. Нет, вы самолично можете поучаствовать в этих миссиях в отдельном кооперативном режиме, который так и называется — операции. И туда вынесены порой довольно важные штуки. По сути, это нечто на манер Helldivers или скорее даже Left 4 Dead, где вашему отряду предлагается преодолеть некий четко заданный маршрут, выполняя определенные тактические задачи. Так же, как в Left 4 Dead, здесь есть конкретная карта, которая не генерируется, и по ней каждый раз случайным образом разбрасываются враги, а потом искусственно-интеллектуальный игровой режиссер как-то происходящее регулирует. Иногда устраивает нашествие, иногда вываливает вам какие-нибудь бонусные плюшки. Но главное геймплейное отличие от сюжетки здесь состоит в том, что персонажи не заданы заранее. Это кастомизируемые игроками бойцы, которые должны примыкать к одному из классов. Всего их 6. Универсалы с болтерами, медлительная поддержка с тяжелым вооружением, отчаянный авангард с крюком-кошкой, мужики со щитами и с оружием ближнего боя, снайперы с чем-нибудь ваншотящим, но ненадежным, и отчаянные товарищи на реактивных ранцах. Причем у каждого свои обилки, своя прокачка и свой уникальный эквип. Но что еще круче, эти бойцы не обязаны быть ультрамаринами. Поиграть в аналог настольного развлечения «Самый красивый космопех» в Space Marine 2 помогает самый мощный на моей памяти визуальный кастомизатор с возможностью отдельно выбрать образцы снаряжения для бойца, а потом отдельно же задать им правила раскраски. Никакие гайдлайны соблюдать не требуется, творить можно почти что угодно, если предварительно победить не очень удобный интерфейс и набраться терпения. Или всегда можно воспользоваться дефолтными раскрасками каноничных орденов. Их тут завезли в достатке. Но это все финтифлюшечки, потому что гораздо важнее другое. Именно в кооперативных операциях потенциал заложенных в основу боевки механик раскрывается на все 100%, потому что каждая миссия — это минимум 40 минут напряженной резни, перемежающейся изучением локаций в поисках полезных расходников и неизменно завершающейся своего рода босс-файтом, где от всех участников потребуется максимум сосредоточенности. При этом выполнены кооперативные задания немногим хуже. Декорации все такие же роскошные, у каждой операции есть четкая тактическая цель, к которой бойцы движутся по мере прохождения миссии и которая делает ее по-своему уникальной на фоне остальных. То орду тиранидов подорвите, то тирана ульев выследите и устраните, то демонхоста, мешающего вокс-переговорам, угомоните. И каждый раз это что-то зрелищное и то, чего не было в основной кампании. Плюсуем сюда тот факт, что гейм-директор ощутимо повышает реиграбельность каждого задания и получаем развлекуху на десятки часов. Недостаток у нее только один. Не ходите, дети, сюда в одиночку с ботами. Они воевать нифига не умеют, поэтому при первой же серьезной заварухе вас ждет кирдык раз, кирдык 2 и рестарт. А контрольных точек тут нет, поэтому придется заново запускать весь уровень. На немой вопрос, неужели в Space Marine 2 не будет элементов игры-сервиса, отвечу, будут. Но она в этом смысле вообще приятно непрогрессивная. Тут нет никакой донатной валюты или боевых пропусков. Купил игру? Кайфуй. Если захочешь повыпендриваться в мультиплеере, есть разные платные косметические DLC. А новый контент, враги, карты, режимы, все это будет бесплатным. И насколько новые карты нужны PvP части мультиплеера,
я сказать не могу, потому что я и про сам Versus мультиплеер ничего сказать не могу. Сколько бы я ни рыбачил, ни разу ни в одно лобби меня не запустило. Но дело тут не в моей лени или в сетевом коде, а просто-напросто в том, что у меня был пресс-доступ. А в таких условиях без предварительного сговора собрать лобби достаточно тяжело. В целом, Space Marine 2 это лучший проект, если вы хотите почувствовать грандиозность вселенной Warhammer. Здесь нет каких-то ярких персонажей или лирично-драматичных моментов, но есть череда жестких, зрелищных, впечатляющих битв, которые вас вымотают, и вы долго не сможете их забыть. Здесь есть атмосфера невероятного гигантизма окружения и происходящих событий, в которых один отдельный человек, даже если это 3-метровый, закованный в металлическую броню бугай, не песчинка даже, но атом, и как эти атомы, собираясь в кулак, отражают нападение ужасающих по своей мощи сил. И игра дает прочувствовать это не только в геймплее, но увидеть своими глазами и услышать ушами. Музыка в эпичные моменты прям задает жару. Да, говорит лейтенант Тит больше не голосом Марка Стронга, как это было в первой части, но звучат актеры весьма и весьма убедительно. They're using an artifact to power the weapon. I've seen it before, on a planet named Graia. Даже в русском дубляже, который не лучший, но терпимый. Брат, ты служил в карауле? Да. Приближаемся к зоне высадки. Идем. Видел его штифты? Лейтенанту больше 200 лет. Он не мог родиться примарисом. Ты прав. А теперь он командует. Поэтому поводов для того, чтобы понудеть, у меня минимум. Как только включаются вокс-передатчики, голоса, ну уж очень сильно искажаются. Я играл без субтитров, и порой в пылу боя, ну вот вообще не до расшифровки этого жужжания было. А вот что касается технического состояния игры, на которое жаловались в ранних превью, лично я за время прохождения сюжетки и мучений в коопе не встретил никаких критических багов. Порой подлагивала физическая модель трупиков, но буквально пару раз. Что касается оптимизации же, на RTX 4060 в 1080p на графоне, уведенном в потолок, фреймрейт был достаточно стабильным. И, кстати, огромное спасибо авторам за то, что они отключили DLSS по умолчанию, потому что иначе картинка из-за всех вот этих вот движущихся на экране частей превратилась бы просто в мешанину из пикселей. Еще один вопрос, висящий в воздухе, это как игра относится к нефанатам Вахи. Она достаточно детально демонстрирует быт космических десантников и вообще мироустройство этой вселенной, но большая часть вещей понятна интуитивно, типа болтер — это ваховые огнестрелы, их существует огромное количество разновидностей. Космодесантура — это жестко модифицированные мужики. Тираниды — это тараканы-переростки. Вокс — это протокол связи. Пикт — это картинка. Лавину из специфической терминологии, которую потребовалось бы усваивать, запоминать и потом постоянно расшифровывать, на вас не вываливают. Даже без знания устройства брони и болтера десантника понять историю можно от и до. Однако все это мелочи. Потому что энергетика Space Marine 2 это нечто уникальное. Сочетая сухой милитаристический сюжет про постоянное ощущение «если не мы, то кто», в котором видно и слышно, насколько персонажи ненавидят своего врага и насколько этот враг колоссальная угроза, выдавая захватывающий дух пейзажи, заливая это агрессивно-хардкорным зрелищно-кровавым геймплеем, в котором хаоса примерно столько же, сколько и тактики, разработчики выдали абсолютно ядреный коктейль, про который я могу без каких-либо скидок сказать только одно. Вот это Ваха! Вот это тот гримдарк, которым сеттинг цепляет своих поклонников. Если вы его любите, такое пропускать нельзя ни в коем случае.
Если вы его не знаете, но вам нравятся картинки, которые вы видите на экране, это зрелищный, не зубодробительно, но хардкорный шутан с необычной геймплейной формулой, который может послужить отличной точкой входа в варповую нору Вахи. И это я говорю без учета кооператива и мультиплеера, потому что, да, я на них надеюсь, и там наверняка будет весело, но при живой-то Helldivers 2 кооп в Space Marine 2 вряд ли соберет какое-то значительное комьюнити вокруг себя. Хотя я уверен, что сам там с друзьями наиграю не один десяток часов. Та же история с мультиплеером. Когда есть колда, батла, Overwatch, PUBG, Fortnite, Space Marine 2 может предложить только величественный сеттинг и открываемую кастомизацию, на которую многим простым игрокам будет по барабану. Так что осяду там преимущественно вахафаги, которым хочется играть именно космическими десантниками, копаться в билдах и кайфовать от декораций. И если же вам хочется кайфовать от наших видосов, не забывайте подписываться не только на YouTube канал, но и, например, на Telegram, где в том числе публикуются новости. На этом же у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Помните, что кодекс дает лишь направление, но решение принимает человек. И до скорых встреч на Stop Game.ru.